Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы сделать небольшой обзор на обновления, которые не попали в список обновлений от разработчиков на этой неделе. Их не так уж и много, но надо обратить на это внимание. Ну, в первую очередь, конечно же, мы будем говорить про Академию. Нам добавили новых исследований, и философских камней снова становится мало. Нам добавили часть исследований в элитную технологию герой и часть исследований в элитную технологию элитное вооружение. В героя нам добавили еще по 10 уровней каждого вида пробуждения харизмы. Да, то есть у нас до этого добавляли уже снятие по одной харизме для каждого вида героев, там солнце, луна, огонь, земля, вода, ветер и так далее. И, соответственно, к ним сейчас добавили еще. Какой минус есть у того, что добавили? Пока не прокачаешь предыдущее, следующее прокачать невозможно. То есть у меня раньше нужно было, да, до 10 уровня догнать, либо хотя бы один раз прокачать, да, и можно следующее. То есть вот у меня, например, изначально, как я делала, я вкачивала на один уровень сияние, потом на один уровень луны героев, и дальше качала своих основных героев, да, у меня это огонь и, и вода, соответственно, в первую очередь я их прокачивала вот на максимум, на 10 уровень. И у меня с тех пор, как видите, осталось первого уровня вот эта луна. Все, теперь это убрали, и, соответственно, если я хочу прокачать своим героем выше 10 уровня, то есть огню там и тем, кто дальше, мне сначала нужно сделать вот это предыдущее, да, лунная пелена, здесь написано уровень, но там не написано какой, но я подозреваю, что нужен 10, потому что когда я, даже 11, скорее всего, потому что когда я нажимаю, например, на следующее, вот, героя воды, то мне опять-таки пишет, у вас недостаточный уровень огненного удара. Соответственно, я перехожу сюда, и оно просит поднять. Мне кажется, что необходимо тогда будет по одному уровню поднимать, и, соответственно, делать 11 уровень у солнца, 11 уровень у огня, 11 уровень у воды и так далее. Это очень неудобно и требует как бы много философских камней, но, тем не менее, позволит вашим героям уже на один уровень снизить харизму, повысить харизму. И, соответственно, у нас сейчас с скином это было 30. Ой, я забыла. Сейчас, минуточку. Это, получается, был 30. Не сюда, куда-нибудь. 32-й, да, если с Мишкой, а будет 33 харизмы у нас с Мишкой. Вот без Мишки, получается, будет 32 харизмы у героя. Это максимум, который можно. И, соответственно, как вы уже видите, можно будет тогда экспериментировать и ставить, например, отряды из 5 оранга. К этому еще нам прибавляют исследования элитных. Ну, соответственно, у нас здесь когда-то давным-давно было, да, я не качала, как видите, тоже у Феникса уменьшение харизмы на 0,5. Вот здесь вот можно было. И добавили еще 3 раза Фениксу. Соответственно, у него сейчас базовая харизма 8, но вы можете снизить ее и получить у себя 6 харизмы. То же самое касается других базовых наших юнитов. У демона, ангела и титана у нас сейчас базовая харизма 7. И здесь вот есть раз исследование и 2 исследования. То есть 2 исследования по 0,5 вы можете снизить ему одну харизму. То есть у него будет 6 по факту. То же самое у ангела, то же самое у титана. Далее, что более интересно, как видите, я уже сюда прокачала и дошла. Это снижение харизмы у королевы паучих. У нее сейчас базовая 7,5, но с помощью этого исследования вы можете понизить на 0,5. Соответственно, у нее будет 7. И то же самое по поводу падшей вдовы. У нее сейчас тоже базовая харизма 7,5, но мы понижаем, и получается у нас 7 в итоге. Что касается вот этих навыков последних,
Это демон, уровень навыка, и, соответственно, ангел, титан, и кто там еще? Ангел, титан и феникс. И у них тоже повышаются уровень навыка. Что значит этот уровень навыка? Если мы будем смотреть на нашего демона вот просто в отрядах, ой, сейчас извиняюсь, в отрядах, то мы увидим, что у нас вот здесь, например, у 10 уровня демона навыки 10 уровня, вот эти вот. Да, у нас здесь мораль, например, снижение на 5 единиц, активная атака, отражение 64%, и снижение базовой атаки вражеских юнит тут 58%. Это был максимум, который у нас достигался за счет прокачки фракций и, соответственно, за счет того, что у нас войска становились 10 уровнем. Если вы вкачаете вот это повышение уровня навыка, там можно вкачать на 3 уровня, то есть у вас максимум будет 13 уровень, то, например, вот этот страх, он будет снижать базовую атаку вражеских юнитов на 94% на один ход. То есть можно сказать, что почти в 2 раза увеличивается этот процент. Что касается пылающего щита, да, если на 10 уровне это было 64%, то на 13 уровне это станет 150%. То есть демон будет отражать 150% полученного урона. И последнее, это, конечно же, мораль. У нас было снижение на 5 единиц, но сейчас, если мы прокачаем на 13 уровень, это будет снижение на 8 единиц. Ну, можно логично предположить, что за каждый уровень там плюс единица, да, там вкачаете один раз исследование, будет 6 единиц, там 7 единиц и так далее. В целом, что могу сказать? Очень даже неплохо звучит снижение морали, да, на 8 единиц. И там у ангела, например, повышение морали на те же 8 единиц. В целом это может помочь некоторым героям. Но опять-таки снижение базовой атаки вражеских юнитов, то есть мы не забываем, что это берется от базового числа, и, ну, это крохи на данный момент, хотя, конечно же, в некоторых случаях это тоже может помочь. В целом, всегда мы говорили, что почти всегда, я уточню, почти всегда хорошо, чем больше А-ранга, тем лучше, но тем не менее мы не забываем, что, например, в тех же эльфах, если мы будем ставить там Залкина, то ему, например, нужен какой-то союзник тоже эльфов для того, чтобы получать снижение урона, и тех же демонов мы поставить не можем, там, либо ангелов. Ну и, соответственно, остальных, да, то есть нету у нас А-ранга, который из этих 4 базовых, который подойдет эльфу. И ему тогда полезнее намного будет ставить не кого-то из этих базовых, а ту же там стрекозу, например. Но это опять-таки опционально. То есть я бы рассмотрела демонов, возможно, для сборок с картусом, с некромантом, но мы еще более подробно это обсудим потом на стриме, чуть попозже, когда все прокачают, поэкспериментируют, может быть, нам запустят славное поле, на котором мы это посмотрим. Ну и, соответственно, увидим, стоит ли оно того или нет. Лично я для себя в первую очередь сейчас вот прокачаю тех юнитов, которые я использую, это падшие королевы и... Ой, падшую вдову и королеву паучих. Они у меня во всех сборках есть, поэтому это необходимо, потому что харизму будем повышать, соответственно, юнитов тоже менять, там, добавлять, может, костяных драконов, добавлять медуз, у которых харизма тоже низкая и тому подобное. И, соответственно, потом перейду на харизму, повышение харизмы. Конечно же, чем больше харизмы, тем лучше. У вас есть больше возможностей поэкспериментировать, поставить разные отряды, добавить там, например, мишку, чтобы еще плюс 1 харизма была, и посмотреть, какие сборки лучше всего. Не забывайте, пожалуйста, обращать внимание именно на навыки юнитов, кто с кем хорошо работает, кто кому хорошо подходит и так далее. Это было первое обновление, о котором нам не сказали, но сделали. Второе такое небольшое у нас обновление произошло, можно сказать, незаметное. Это, ну ладно, это уже третье тогда обновление. Во-первых, если посмотреть вот здесь на картинку, то у нас вот в этом туманчике
у храма снова появился вот этот шарик крутящийся. Возможно, это знак к тому, что у нас скоро будет новый храм открыт. Возможно, нет. Но если кто не такой внимательный, как мои союзники и модераторы в Телеграме, то не замечали, что этот шарик исчезал, но теперь вот он появился. Так что, возможно, скоро будет новый храм. Но, кроме того, у нас здесь в магазине появились в каждой вкладке по одному аватару. Сказать, что это сильно полезное обновление, я не скажу, потому что, ну, даже у топовых игроков не хватает, ну, скорее всего, не прокачаны все 3 храма на максимум, не пробуждены и не прокачано до там 150 уровня. Это может только у единиц такое есть. Вот эти единицы, возможно, потратятся и купят себе вот эти аватары. Но, тем не менее, в будущем, когда вы прокачаете храм, у вас будут копиться монетки, эти никому и не нужно не будет что-то покупать, тогда вы сможете купить себе эти аватары. Кроме того, как видите, здесь теперь сверху подписывается, сколько вы уже получили и сколько вам нужно на максимум итемов. Вот, например, кристалла энергии, да, нужно максимум 5400, это чтобы качать все на 100%. И вот видно, у меня только 147 здесь получено. То же самое молот мастера, максимум это 3800. Да, вы помните, что у нас есть... Сейчас, минуточку. У нас есть здесь уровни навыка, мы его повышаем за молоточки на каждый 20 уровень. И, соответственно, тут идет 360 сначала молотков, потом 800, 800, 1600. И забыла самый первый уровень, самый маленький. На 20, я уже не помню сколько. Да, у меня здесь тоже 360. Вот, соответственно, максимум вам нужно 3800 этих молоточков. И теперь очень удобно видеть, да, сколько у вас уже есть и сколько вам еще надо будет найти, купить, получить и так далее. То же самое касается маски. То есть это элементы, которые пробуждают у нас выше 100 уровня храм. И то же самое у нас в каждой вкладке храма. Вот, это были такие небольшие обновления, которые у нас произошли на этой неделе, кроме тех, которые были заявлены в обновлении от разработчиков, которое приходило нам на почту. К сожалению, на данный момент пока еще эти события недоступны нам, да, по причине того, что мы там в чуде, либо просто еще время не подошло. Но я думаю, в понедельник еще запишу видео о испытании воина, его изменений и, возможно, о каком-то событии, которое запустится с понедельника, потому что у нас здесь события заканчиваются как раз вот. Завтра последний день, и в понедельник будут новые. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, либо комментарии, либо еще что-нибудь, то пишите, пожалуйста, в комментариях под видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на нас.